Я-то думал, что помогаю освободить Америку. Такие вещи нам продавали, и все солдаты так думали. Я вступил в армию, чтобы бороться и делать правильные вещи. По моему приказу войска коалиции начали наносить удары по объектам военного значения с целью подорвать способность Саддама Хусейна вести войну, вести войну, вести войну. Я думал, что воюю ради свободы. Я был молод, бестолковый был и ничего не понимал в мировой политике. Мы же Америка. Мы же ответственны за распространение демократии и мира. Все, что мы делаем, правильно априори. Наша задача — запустить наши руки в Ближний Восток и остаться там до скончания веков. Нам же это выгодно. Мы не желаем трогать внутренние запасы нефти в Штатах, утилизировать национальное добро. Почему бы нам не пойти и не расставить силы именно там, где у нас будет доступ к чужой нефти в любой удобный момент? Нужно быть слепым, чтобы не заметить, что Америка вошла в такое количество стран, которые пали под ее напором. В конце концов, ты понимаешь, что все это ради денег. Тут дело не только в озабоченности насчет мира. Это концепция ни одного забытого ребенка. Это распространенный лозунг, который используют в школах. Как это вяжется с тем, что мы убиваем детей? Как только на борту самолета появляется мусульманин, все начинают головой вертеть. Это что, 2-11 сентября? Это тот парень. Он террорист? Это он самый? Мы стараемся осуществлять функцию полицейского для всего мира и доказать, что наши концепции лучше, чем их. И что у нас правильная религия, а твоя неправильная. Нам все время приходится оправдывать свои действия. Пока мы сами от этого не избавимся, это будет продолжаться. Как Иран. Мы ввели там санкции, в итоге которых дети умирают с голода. В том-то и дело, что люди на постах и с властью. Последствия введения санкций их не касаются. Афганистан будет в намного более плохом состоянии, когда мы из него выйдем, чем когда вошли. Мы взяли инфраструктуру в этих местах и разрушили ее. Их энергосетевые комплексы, их систему транспортировки продовольствия. Мы пришли и все это разрушили под флагом распространения мира и демократии. Если бы они действительно были заинтересованы в осуществлении концепции поддержки солдат, то они бы вернули солдат домой, остановив тем самым непрекращающиеся убийства, трату денег, которых у нас и так нет. У нас 16,5 триллионов внутреннего долга, а мы тратим триллионы долларов на то, чтобы занять земли, где нас не ждут и не желают. Вот вам мои военные награды. Вот документ медали «Пурпурное сердце». Меня ранили 10 декабря 2010 года, а здесь 25 ноября. Видите, они даже проклятую дату не могли написать правильно. Это медаль за кампанию в Афганистане. Написано «За службу в Афганистане». Ну кому я служил-то в итоге? Уж точно не для афганского народа. Там ничего в лучшую сторону не изменилось за эти 12 лет. Но и американскому народу я в этом случае не служу. Что значит служить? Делать что-то для кого-то. Но единственные, кто приобретает что-то от моей службы, это корпоративные лидеры, которые делают деньги. Я не знаю, что мы делаем. Почему убиваем этих людей? Из 24 солдат только 2 хотят остаться там и продолжать. Спустя 10 лет я так и не ответил на вопрос, что мы делаем, чтобы привести Афганистан в порядок и сделать лучшим местом. И эти вопросы именно к тебе.
Потому что ты стоишь на этой земле в ботинках и заходишь спокойно в дома к людям. Организуешь контрольные пункты, где каждую проезжающую машину останавливаешь. Эти террористы, они делают абсолютно то же самое, что я бы сделал, если бы они так же, как мы, поступали. Это сумасшествие. Мы больше не работаем на НАТО, ответственных за страдания. Мы присоединяемся к тысячам людей здесь, которые видят себя в лучшем мире с работами, медицинской страховкой и образованием. Это наши приоритеты. Нет войны. Война влияет в равной степени на оба сообщества. И солдат, и ветеранов, и мусульман. По-разному, но на всех. Меня зовут Грейг Брошес, я из Колумбуса, штат Огайо. А теперь я живу в красивейшем городе, Чикаго, штат Иллинойс. Но сегодня не такой красивый день, потому что они всегда здесь. И я здесь, чтобы вернуть мои медали, потому что пока они у меня, нет во мне ни согласия, ни мира со своими братьями в Ираке и Афганистане. Со временем ты понимаешь, что нас отправили туда, а реальной причины за этим не было. Только геополитические интересы. И, конечно, у американцев не было никакой освободительной миссии. Или что Ирак был связан с Аль-Каидой. Все это были предлоги. Все это приватизации. Наши солдаты до сих пор в Ираке. Наша организация называется «Ветераны Ирака против войны». Люди, когда читают надписи на наших майках: «Вы что, война же кончилась?» Нет, не кончилась. Из Ирака вернулись только покалеченные или народ с посттравматическим шоком. Я стал жертвой военной сексуальной травмы, лечился. Есть солдаты, получившие травматическое повреждение мозга. Все это психические травмы. Но ветераны до сих пор пытаются это пережить. Меня зовут Шанна, и я служила специалистом по ядерно-биологическому оружию с целью военного применения в войне, на которой как бы не было места оружию массового поражения. Я одна из 45 тысяч человек, покинувших американские войска, потому что все это ложь. Это медаль. Когда-то я порадовался, что получил ее. Но я вернулся в реальность, и мне это больше не нужно. Мы надеваем военную униформу, когда проводим демонстрации, или если выступаем на чужих митингах, VIPV. Например, на предстоящей демонстрацию в библиотеке Буша. Мы готовимся целую неделю. Выступления, марши. Некоторые ребята режут форму на куски, делают дырки и делают нашивки со слоганами «Против геополитики». Я был простым неотесанным солдатом, и я усвоил ценности армии. Лояльность, долг, уважение, ни шагу назад, честь, общность и личная храбрость. В этих войнах нет чести, это сплошной стыд. Это медаль для Энтони Вагнера. Он погиб в прошлом году. А эта медаль в качестве извинения. Мне жалко вас всех, простите. Это ваша вина. Это ваша вина. Люди умирают, а они вешают вину за происходящее на нас, отдельных солдат, особенно мертвых. И вот этот парень, он умер, пытаясь спасти чью-то жизнь. Он спасал жизни неповинных людей, но никто ничего не сделает по этому поводу. Ну что поделать? Парень пал жертвой сбоя коммуникации. Ну да, он мертв. Ну и что? Сейчас они посчитали и выдали данные статистики относительно того, сколько невинных человек убито ради захвата цели особой важности. Это цифра 50 к 1. Правительство — это самые мощные убийцы, которых знал свет. Конечно, они будут рваться сюда, чтобы взорвать нас. И давайте назовем их террористами. Но это именно те люди, которых мы убивали у них же дома. Его отец, брат, сестра. Мы с ними сотворили жестокие вещи. И он прорывается сюда, чтобы отомстить, получить возмездие. Кто-нибудь в конечном итоге придет сюда и преподаст нам урок мира и демократии.